Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодняшнее блюдо называется чакиндзули, одно из популярных грузинских блюд. Я много блюд приготовила с приставкой ча, и меня часто спрашивали, что это означает. Ча – это то есть заправить с чем-то. Чахохбили, хохоби – это фазан, зафазанить. Чакондрили, чабер, зачаберить. Вот в таком смысле. И сегодняшний рецепт чакиндзули. Кинзи – это кинза. Значит, сегодня я буду заправлять курицу с большим количеством кинзы. Можно заправлять и с мясом, какой вы хотите, с рыбой или же просто даже овощами. Дело в том, что в этом блюде используется много свежей и сухой кинзы. Перечисляю ингредиенты. Конечно же, как я и говорила, нужна курица. Я ее очень хорошо почистила и сняла кожу. Мы не любим кожу. И я все убрала. Куриное мясо буду тушить в луке. Лук можно брать 3 большие головки. Так как у меня сегодня был свежий лук, молодой лук, я взяла 6 маленьких головочек. Чтобы не терять время, я лук нарезала заранее. Кинза, 1 большой пучок свежей, хорошей кинзы. Вот это свежий перчик красный, этот прошлогодний уже высушенный. Я буду его измельчать с сухими семенами кинзы. 3 зубчика чеснока. Вот эти помидорчики черри, это для красоты, буду тушить вместе с мясом и луком. И очень кислая вишня. Она здесь крупная, но она кислая. Сейчас я про это рассказываю, и мне кажется, что я съела целый лимон, настолько он кислый. Можно подкислить и алычой, конечно, но я захотела сегодня вишню. Можно кизилом. Все, что кислое, можно этим подкислить блюдо. И, конечно же, вино. Сегодня у меня красное вино. У нас была открыта бутылка, так что буду использовать. А так можно использовать любое вино. Соль и растительное масло, конечно же, нужно всегда, и я редко ставлю на стол, так что буду добавлять потом по ходу работы. Прежде чем начать готовить, хочу напомнить тем, кто не подписан. Подпишитесь и нажимайте на колокольчик, и вы меня никогда не потеряете. Многие готовили уже и не могут найти тот или иной рецепт. А когда вы подписаны, напишите в поисковик «На кухне у Мери», например, сациви, например, хинкали. Сразу высветятся все мои видео. Все. Включила казан. И перекладываю мясо. Буду обсушивать. Как вы все знаете, кто следит за моими видео, я всегда заранее обсушиваю мясо. Большие куски тоже нарежу на маленькие кусочки и отправлю в сковородку, в казан. Это половина курицы. Целая очень большая, и я половину буду использовать. Так как нас дома 2, сыновья в Грузии, мы будем из половины готовить. Здесь собственный жир выделяется и обжаривается мясо уже в собственном жире. Ну, я не буду уже ждать, заливаю растительное масло. Пару столовых ложек. И пусть обжаривается уже в масле, и потом добавлю лук. Пока мясо обжаривается в масле, я уберу косточки из вишни. Сейчас сезон вишни, поэтому я использую вишню. Много не буду класть, так как она очень кислая. Это уже по вкусу надо добавлять. Фактически мясо со всех сторон обжарилось, сейчас засыплю весь лук. И буду тушить, пока оно не станет мягким и не станет золотистого цвета. Чашушули.
чашушва. Буду тушить, значит. Пока все это тушится, я нарежу зелень. Зелень тоже свежая. Когда соединяется кинза с другими специями, с чесноком, с перцем, то это непередаваемый вкус. Значит, я немного стеблей отрезала, буду измельчать вместе с другими специями. Засыпаю семена кинзы. Можно молотый кориандр, соль. Пока одну ложечку, потом буду для вкуса уже проверять в блюде. Сюда добавляю чеснок. Нарежу мелко, чтобы быстро хорошо измельчить. Весь чеснок, все 3 зубчика. Здесь острый перчик у меня свежий. Половина свежего добавлю, вторую половину сухого. Это вот прошлогодний я сушила. Все это я вместе перетеру и потом нарезанные вот эти вот стебли добавлю и все вместе перемешаю. А это потом дорежу, чтобы добавлять в блюдо. Лук стал мягким, прозрачным и стало его меньше. Все хорошо прожаривается. Когда я добавляю семена, всегда заранее прогреваю на сковородке. Оно очень ароматное и вкусное получается. А если уже молотый, то не надо. Вот такая получается аджика сухая. Сейчас добавлю вот эту нарезанную зелень, стебли кинзы. Все здесь хорошо прожарилось, я заливаю вино. Здесь примерно 150 миллилитров. Если не любите вино или не добавляете, не используете вообще, просто берите воду или бульон. Все. Это сейчас мясо с луком должно протушиться. Сейчас эти черри тоже засыплю. Не буду резать, вот так целыми. Это для красоты. И томат я не добавляю. Просто маленькие помидорчики очень украшают блюдо. Ну все, уменьшу температуру и перекрою крышкой. Тут много кинзы, и свежей, и сушеной, поэтому она называется чакинзули, то есть заправленная кинзой. На грузинском это блюдо называется чакинзули катами, то есть курица с кинзой, заправленная с кинзой. В большом количестве. Ой, такие ароматы, это прелесть. Ну все, этого достаточно, сильно не буду измельчать. Сейчас дорежу остальную зелень, кинзу, кинзи. Чакапули, когда готовим, туда добавляем, конечно, и кинза есть, но большое количество эстрагона, тархун. У меня есть очень вкусный рецепт, но туда добавляю алычу, кислую сливу. Когда попадается в магазинах, я на зиму закрываю в банках вареную алычу и использую на сульпхарчо и в такие блюда. Ну, как я и говорила, сейчас сезон вишни, и я хочу использовать вишню. Здесь все хорошо протушено. Я сейчас добавлю соль немного, так как в ступке тоже есть соль. Ступку залью
совсем немного воды, чтобы раскрыть вкусы, и залью вот на это блюдо. Как вкусно. Засыпаю вишню и засыпаю всю кинзу. Выключу плиту и оставлю вот так вот в горячем состоянии еще на 2-3 минуты. И все. Наше блюдо готово. Вот это и есть чакинзули. Блюдо буду перекладывать на тарелку, на общую тарелку, вместе со всеми кислыми вишнями, помидоры черри, все вкусности. С неба учено, на приства висо, аре дара теби, квекна дара висо. И, конечно же, домашний хлеб, шотиспури. Вот так обязательно разрываем хлеб на куски, не режется, так оно вкуснее. Вот такое блюдо, которое называется чакинзули. Ну, на этом все. Я сегодня приготовила чакинзули катами, то есть курица с кинзой в большом количестве, и подкислила вишней. Вы можете, как я и говорила, подкислить любым фруктом или ягодой. Так что на этом все. Я хочу временно попрощаться. Кто не подписался, подпишитесь, делитесь со своими друзьями и пишите комментарии. Отвечаю всем, кто мне задает вопросы. До новых встреч! Будьте здоровы, счастливы, берегите себя. Встречаемся на кухне у Мэри.